Здорово, бэхопники! Довольно большое количество игроков любит время от времени заходить на бэхоп сервера. Но вот они прыгают месяц, второй, а прогресса нет. Они начинают смотреть гайды, где кроме как колесика ничего толкового не рассказывают. В этом видео мы собрали все. Стрейфы, пристрейфы и тому подобное. Так что если вы уже знакомы с каким-либо из этих элементов, то в описании вы можете найти тайм-коды. Ну что ж, начинаем со стрейфов тогда. Стрейфы. С их помощью ты набираешь скорость. Это самый важный элемент в бэхопе. Простым языком это нажатие кнопки влево и перемещение мышки влево, и аналогично в другую сторону, но на деле это очень сложно. Есть два вида стрейфов – широкие и фасты. Широкие стрейфы – это когда ты делаешь в среднем 2 стрейфа за один прыжок. Фасты – это когда ты делаешь от 4 до 8 и более стрейфов за один прыжок. Во время выполнения стрейфов большинство людей водят мышкой по горизонтали, но для кого-то удобнее и по диагонали или круговым движением. Каждый как хочет, короче, так и дрочит. Научиться стрейфить легче всего по горизонтали. Вернемся к широким стрейфам. Вылетая из зоны, наш первый стрейф должен быть очень широким, так как он нам дает самый большой прирост скорости. Второй уже чуть уже. В идеале надо делать стрейфы под 45 градусов. Математика хули. Фасты же. Вылетая из зоны, мы стрейфимся как можно быстрее и делаем стрейфы как можно уже. Это дает более быстрое преодоление расстояния за прыжок, но при этом мы получаем значительно меньше скорости на шестом прыжке. Данный вид стрейфов подходит для шорт-мап, так как правило они от 2 до 30 секунд. Главное в фастах это попадать в стрейфы, то есть мышкой и кнопкой в одну сторону. От этого будет зависеть твой успех. При выполнении обычных стрейфов нужно это делать быстро и одновременно плавно. Это не получится сразу, но со временем начнешь ощущать стрейфы. Следующим ключевым моментом рассмотрим пристрейф. Если вы уже поняли, как надо стрейфить, то теперь надо понять, как грамотно вылетать из зеленой зоны. Пристрейф можно делать правый или левый, разницы в этом нет, кому как удобнее. Ставим к краю зоны и зажимаем ВД или ВА. Делаем крюк и плавно выводим мышкой. После того, как отпрыгнули, делаем стрейф влево или вправо, в зависимости от стороны пристрейфа. Еще можно во время выполнения пристрейфа смотреть на скорости, когда 280 вело достигается, можно выпрыгивать. ХСВ – стиль с самым низким порогом для новичка, так как вы все ненароком уже прыгали с зажатой кнопкой V. V-Only – стиль очень похож на ХСВ, но чтобы привыкнуть и понять, как набирать скорость, помимо спинов нам придется немного попотеть. Sideways – для начала вам нужно определиться с тем, каким боком вы будете проходить – правым или левым, так как от выбора зависит то, как вам придется стрейфить. В идеале вы должны уметь прыгать, не взирая на то, каким боком вы проходите, но для соревнований на стрейф-картах достаточно тренировать один из боков. Если вы выбрали правый бок, то стрейфить влево это V и мышка влево. Правый стрейф это S и мышка вправо. С левым боком все в точности наоборот. AD Only. Этот стиль чем-то похож на V-Only. Здесь также нужно всего лишь понять, как помимо выполнения спинов можно набирать скорость. Backwards. Следующий уровень сложности. На самом деле прыгнуть к данному стилю довольно-таки легко, хотя на первый взгляд может показаться, что это очень сложно, но это не так. Вам необходимо лишь привыкнуть к тому, что для выполнения правого стрейфа нам нужно нажать D и двигать мышкой влево, ну и левый стрейф делается аналогично. Данная часть видео направлена на то, чтобы рассказать вам, что помимо Аркана и Dragonfix есть еще более 2000 карт, которые публикуются на GameBanana. Абсолютно все карты можно разбить на 4 категории: лонг мапы, шорт мапы, флай карты, остальные карты. Во время игры на какой-либо карте вы можете встретить помимо бэхоп элементов сюрф и КЗ элементы. В КЗ в основном ладдеры, джампы и лонг джампы. Лонг мапы — это Аркана, FPS Max, Dragonfix, ну и тому подобное. Главная их особенность — это то, что их среднее время прохождения по выученному руту и без фейлов занимает более 1 минуты. Сразу хотим отметить, что сложность карты в любой категории варьируется от прямолинейного геймплея до очень сложных моментов, где обычному обывателю не пройти. Шорт-мапы или стрейф-мапы, кому как удобнее. Оба эти названия одинаково распространены и несут один и тот же смысл. Категория карт, на которой проверяется варственный скилл. Как правило, на этих картах вы не встретите какого-либо сложного геймплея. Это очень короткие карты от 2 до 30 секунд. Это отличная площадка для того, чтобы узнать, насколько вы хороши, ориентируясь на насколько вы отстаете от лучших представителей, таких как Викинсон, Неэкс, Глок, Зелтим и так далее.
Если вы не апаете 680 стабильно на 128 тике или 620 стабильно на 100 тике, то о рекорде можете и не мечтать, если вы, конечно, не найдете какое-нибудь имбовое сокращение, которое до сих пор никто не знал. Флай-карты. Данные карты геймплеем очень похожи на сюрф-карты. Главное отличие в том, что вместо сюрфа вам необходимо будет бухопить от блока до следующего блока, облетая все препятствия. Обычно это сложные карты, так что новичкам мы не рекомендуем на них заходить, если вы не имеете опыта прохождения сюрф-карт. Остальные карты. Это все карты, которые по геймплею длятся от 30 секунд до 1 минуты. Также есть универсальные карты. Бхоп Furfix. Это единственная карта, на которой бонус популярнее основного пути. Если вы можете пройти бонус за 10 секунд на 128 тикрейте, то ваш скилл средний. И средний не в плане, что половина людей может также. Наоборот, апнуть 10 секунд на фурфиксе могут немногие. Но если вы апаете, вы можете спокойно ранить любые карты, но на ВР можно не рассчитывать. И вот мы добрались до девайсов, а это мышка, клавиатура, коврик и монитор. Начнем с мышки. Если вы думаете, что для бэхопа нужна крутая, распиаренная и дорогая мышка, то это не так. Для игры нам потребуется любая игровая мышь, которая имеет частоту 1000 Гц. Ну и соответственно нужно, чтобы мышка лежала в руке, и вы ее полноценно ощущали. Ну и раз речь пошла про мышки, то поведаю вам инфу. Sense это скорость мышки в игре, DPI это количество точек на 1 дюйм. Этот параметр указывает, сколько раз мышь посылает измерения на 1 дюйм. MYAV это скорость мышки по горизонтали. Настраивайте мышку так, как удобно вам. Не надо ни у кого брать этих параметров, у всех они разные, настроены под себя. Это не значит, что вам будет комфортно на них, просто экспериментируйте и найдите свои параметры. Следующим аспектом расскажу вам про клавиатуры. Можно купить клавиатуру за 10 тысяч рублей, а можно за 600 рублей. Они покажут одинаковый результат. Если собираетесь покупать дорогую клавиатуру, то нужно обратить внимание на то, какие там свитчи. Про свитчи рассказывать не буду, об этом полно видео на ютубе. Если хотите брать бюджетную клавиатуру, то это Logitech K120. Плюс этой клавиатуры в том, что в ней есть нулинг. А то есть во время игры вы не сможете нажимать кнопки лево и право одновременно, если поставить ходьбу на S, X, Z, C. Это позволит вам стрейфиться и не фейлиться при быстром нажатии кнопок. Многие игроки используют именно эту клавиатуру. Про коврик и говорить нечего, он нам по-любому нужен. А большой или маленький зависит от вашей нужды и сенсы. Про мониторы расскажу то, что разницы нет 60 Гц, 144 или 240. В бухопе это не решает, это даст только визуальный комфорт. Как найти и установить определенную карту, если вы не знаете, сейчас расскажу. Забудьте про воркшоп. Да, там тоже есть карты, но 99% карт публикуются на геймбанане. Там вы можете следить за выходом новых карт, а чтобы не чекать ленту каждый день, вы можете залететь в дискорд сервера SourceJump, где бот будет оповещать о публикации новых карт. И в заключение я вам расскажу про SSG. SSG это плагин, с помощью которого вы можете отслеживать свою скорость. Теперь перейдем к настройкам SSG. Первое. Нам нужно выбрать, с какой периодичностью будет показываться информация о скорости. На каждый прыжок или на каждый шестой прыжок, кому как удобнее. Далее мы должны выбрать те параметры, которые нам нужны. Синхронизация показывает в процентном соотношении поворот мыши и нажатие кнопки в одну сторону. Speed Difference показывает разницу скорости между прыжками. High Difference показывает разницу высоты между прыжками. Gain показывает в процентном соотношении вашу прибавленную скорость от максимально возможной. Strafe Efficiency показывает в процентном соотношении ваше расстояние за один прыжок от максимально возможного. И еще добавлю по серверам. Серверов много, но все они делятся на три типа, а это паблики, вайт-листы и ланы. Ну что, все, что мы знали, мы вам рассказали, а вся полезная информация будет в описании.